В этом видео я расскажу о своем опыте непрерывных путешествий в это удивительное время. Как подготовиться к полету, что вас будет ждать в аэропорту и в самолете, какие люди вам будут непременно встречаться и что делать, когда вокруг все сходят с ума. А в конце видео я расскажу о странах, куда можно полететь без теста. Путешествовать я начала сразу же, как только открыли границы в России, с августа 2020 года. Первым же рейсом я улетела в Турцию. За 2 года я посетила 10 стран, и мне есть о чем с вами поделиться. Начну с того, как же все-таки подготовиться к путешествию и что для этого нужно. Современные путешествия сейчас начинаются задолго до самой поездки. Чтение форумов, просмотры видео, сборы нужных документов, которые неожиданно могут меняться каждый день. Уже сейчас предостаточно случаев, когда люди уже на паспортном контроле, и им говорят: нет, вы не можете, потому что у вас нет этого. И вот так невозможно предугадать, получится у тебя все-таки долететь или нет. Всегда есть какой-то такой страх, а вдруг я что-то забыл. Много туристов из-за таких непредсказуемых правил просто застревали и застревают в аэропорту. И сейчас это яркий пример с известной личностью, со звездой спорта. Известный теннисист Новак Джокович застрял там, в аэропорту, вот по таким же странным обстоятельствам, которые могут случиться с любым человеком, к сожалению. Будьте готовы к любому исходу событий. Просто не забывайте про себя повторять. Пусть будет так, как лучше для меня. Пусть будет так, как лучше для моего развития. Так вот, чтобы максимально упростить себе путешествие и жизнь, рекомендую очень тщательно подготовиться именно к сбору документов и сбору информации. Ежедневно до самой поездки проверять требования, проверять все изменения, которые могут вас коснуться. В помощь вам тематические форумы или люди, которые в этом хорошо разбираются, визовые специалисты, специалисты в сфере туризма. Итак, вы подготовили все документы и приехали в аэропорт. Уже хорошо. А это значит, что вы очень близки к долгожданному путешествию вашей мечты. Что вас может ожидать на стойке регистрации в аэропорту? Иногда вас могут спросить о номере карты, с которой был оплачен билет. Имейте эту информацию всегда под рукой. И моя персональная рекомендация — иметь рабочий интернет, чтобы в случае чего зайти туда, написать кому-то, посмотреть какую-либо информацию, заполнить какие-либо документы, бланки. Это очень-очень важно, чтобы был интернет всегда. По моему опыту нахождения в аэропортах по всему миру, большинству безразлично, есть ли у тебя лицевой аксессуар или его нет. Но будьте готовы к тому, что в аэропорту вам будут постоянно напоминать о том, что нужно надеть бы намордничек на лицо. И отсюда я хочу рассказать вам о своем лайфхаке. Хочу рассказать вам о лицевом аксессуаре, в котором можно таки дышать и не беспокоиться. Вот так это все выглядит. Мне его подарили, не знаю, где его купить, но погуглите, посмотрите. Это выглядит вот так. И можно дышать, и как бы и аксессуар есть, и ты дышишь. Поэтому, друзья, берите на вооружение. Смотрите, так выглядит этот лицевой аксессуар. Можно дышать, самое главное. Еще хочу рассказать о ситуации в аэропортах. Очень часто в аэропортах закрыты многие рестораны. Если они открыты, то, как у меня было во Франции, рестораны некоторые были открыты, но нельзя было кушать, там не было столиков. То есть ты просто берешь с собой еду и вот идешь в зал ожидания, и вот сидишь у всех на виду, и вот так вот ешь, как непонятный вообще человек. В общем, не очень это приятно, вот так вот сидеть
в зале ожидания есть еду. В общем, будьте готовы к таким странным нюансам. И вот аэропорт в Шарль-де-Голле с очень жесткими правилами. То есть там абсолютно все в лицевых аксессуарах, очень все жестко, очень все неприятно, поэтому будьте готовы к такому. Еще рекомендую всегда заранее проходить онлайн-регистрацию, потому что сейчас я заметила такую тенденцию, когда многие авиакомпании, если ты не прошел онлайн-регистрацию, они с тебя взимают деньги дополнительно. $50, $100, в зависимости от авиакомпании. Поэтому это очень важно, чтобы вы прошли онлайн-регистрацию заранее. Вот мой вам искренний совет, искренняя рекомендация. И вот вы наконец-то попали на борт самолета. Вам крупно повезло, вы еще ближе к своей мечте. А еще вам повезет, если это не авиакомпании, как Аэрофлот или Air France, потому что самые суровые правила, по моему личному опыту, именно в этих авиакомпаниях, к сожалению. Во время полета они очень часто напоминают по громкой связи о намордниках, лицевых аксессуарах и о том, что хорошо бы всем пройти иммунизацию, сделать себе красивый, прекрасный укольчик и жить счастливо. А вот кто не сделает, тому будет не очень хорошо. Это вот Аэрофлот так говорит по громкой связи. Ну, я утрирую, но вы суть уловили, надеюсь. А то, что я не утрирую, то, что они говорят о том, что если вы по какой-либо причине не сможете надеть лицевой аксессуар, то они вправе сдать вас в полицию, они вправе сделать видео, либо вправе остановить самолет в ближайшем аэропорту и вас высадить. Вот такие вот требования у них по громкой связи крутятся постоянно, то есть капают людям на мозг. Вот такое у вас веселое путешествие может ожидать, если вы воспользуетесь Аэрофлотом. Кстати, в некоторых странах с лицевыми аксессуарами стало еще жестче, и в некоторых странах Европы появились такие правила, что нужно одевать только определенные намордники. То есть у них особая категория есть. И если у тебя нет этого намордника, то ты просто не проходишь на борт самолета. К сожалению, это не мои фантазии, это реальность, в которой мы сейчас живем. Ну что, можно вас поздравить, вы таки добрались до страны, в которую хотели добраться. И что вас здесь может ожидать? В такси, в отелях вас будет повсюду преследовать этот вонючий химический запах. То есть везде, на протяжении всего полета, в самолетах, в аэропорту, везде будут вот эти вот штучки, антисептики, где постоянно нужно, они вам предлагают постоянно мыть руки таким образом. И вот понимаете, когда вот ты в стесненных таких условиях, допустим, в самолете, и кто-то это постоянно делает, это просто дышать невозможно, это очень тяжело и психологически, и морально, и физически это все давит. Ты в замкнутом пространстве не можешь дышать. Представляете, вот что происходит с мозгом? Паника. Вот что происходит. Поэтому просто будьте готовы вот к таким ситуациям. Кстати, по поводу отелей. Некоторые отели, у меня такое было в Европе, в Португалии, начали спрашивать тесты при заселении. То есть даже на Airbnb некоторые начали спрашивать, понимаете? Просто будьте вот к этому готовы. В основном это вот в Италии, в Португалии уже началось, и вот постоянно что-то там меняется, нужно за этим очень хорошо следить. От этого исходит то, что нужно всегда иметь наготове определенные суммы на непредвиденные расходы, потому что тесты в Европе и в некоторых других странах стоят очень-очень дорого. 100 евро, например, в Италии, 50 евро в каких-то еще других странах. То есть там вот такие цены, просто ты вот платишь вот за бумажку. И вот такие вот требования. Никуда ты от них не денешься. Просто ищите варианты, где это не нужно. И вот в конце видео я вам расскажу о странах, куда можно без теста. Дождитесь.
Хочу поделиться с вами личной историей, которая со мной произошла в Лиссабоне. Это был поезд Порту Лиссабон. И все было хорошо. Я, как обычно, зашла без намордника. Но я его не надеваю, когда мне кто-то там не напоминает. И, в общем, я зашла, села на свое место, и рядом со мной должен был сидеть мужчина. Он отсел от меня и начал жестами показывать, чтобы я вот надела. Я такая, типа, не понимаю ничего, такая улыбаюсь. Он продолжает разговаривать на своем языке, я его не понимаю. На самом деле, что он говорит, но я понимаю, что он имеет в виду. Но делаю вид, что не понимаю. Это продолжалось какое-то время, потом он резко схватил меня, хотел вышвырнуть из этого блока, так скажем. В общем, это было очень неприятно. Ладно, я после этого надела намордничек, и что вы думаете? Он пожаловался на меня проводнику. Представляете, вот пожилой мужчина, лет около 50. Наверное, очень боится за свою жизнь, я не знаю. В общем, у человека очень-очень много страхов. Еще дикий случай со мной произошел в Гватемале. Таких чувств не испытывала давно. Настолько у меня вот это вот в сердце все отражается. Обида, непонимание. Просто вот весь спектр негативных эмоций, как люди сходят с ума, понимаете? У меня была групповая экскурсия. Мы пришли в агентство, получается, и там вот была девушка с парнем. И с порога она сразу сказала то, что экскурсоводу, что нужно надеть намордничек, и она будет 2 метра от нее, чтобы держалась 2 метра. Представляете? Человек, она была с Америки, и настолько порабощен у нее мозг страхом, это настолько просто не передать словами. Как такое может быть? Как? Это же сумасшествие, люди просто сходят с ума на пустом месте. В общем, ладно. Она сказала это экскурсоводу, я думаю, ладно, я ничего не буду ее слушать, не буду ничего надевать. В итоге где-то 5 минут экскурсии уже началось. Короче, друзья, видимо, это мой крест. У нас сейчас будет экскурсия, и там будет 4 человека. Получается, я, экскурсовод, еще вот люди присоединились, девушка с парнем, и девушка такая говорит, типа... Ой, наденьте все маски экскурсоводу и держитесь вот подальше. Социальная дистанция, все дела. Вот, короче, вообще люди сходят с ума. И, блин, я думаю, что это такое? Почему именно в моей группе это происходит? И вот мне попалась вот такая вот девушка странная. Потом, значит, экскурсовод мне уже сказала, чтобы я надела. Иначе полиция, штрафы. В общем, друзья, настроение мое испорчено. Мне настолько его испортили своими правилами. Я думала, она нормальная, это экскурсовод. Что в итоге? В итоге мне сказали надеть эту гребаный лицевой аксессуар. И, в общем, видите, у меня вот сразу следы этого аксессуара, но я просто в шоке от такой наглости. Мне стало так не по себе. То есть, что за лицемерие? У себя в офисе она может не одевать, а здесь она мне говорит одеть на открытом воздухе. Вы представляете? Это было настолько обидно, неприятно. Просто мне было очень сильно неприятно от этого. Настроение полетело. Поэтому... Мой вам совет, моя вам рекомендация, пожалуйста, берите частные экскурсии с адекватными, хорошими экскурсоводами, пожалуйста. Очень-очень это важно, чтобы была благостная атмосфера вокруг вас. Ну, в общем, что я сделала? Я немного так походила с ними. В итоге я просто от них подальше шла и... была без намордника, поэтому, в принципе, нормально. Но больше я такого не хочу.
Что хочу сказать по поводу Мексики и здешних ограничений. В основном везде при входе в магазин требуют, чтобы померить температуру, и обязательно будут тебе прыскать вот этой химией руки, понимаете? Вот. Я этого всего не делаю, спокойно прохожу. Вот. Могу и без намордничка пройтись, никто мне особо ничего не говорит. Здесь, в Мексике, люди все, 99%, ходят в намордниках на улице. Представляете, здесь жара, и они ходят в намордниках. Это вообще ненормально. Я, в общем, просто этого не делаю, и мне никто ничего не говорит. Понимаете? Поэтому очень лайтово именно вот в этом плане, что всем плевать. И как бы мне от этого тоже хорошо. Если вам плевать, то не трогайте меня, я вас тоже трогать не буду. По поводу Гватемалы. 99% все ходят в намордниках, но что самое страшное, что дети тоже, понимаете, они с малых лет приучают вот к этой системе. И просто от этого становится больно. И вот там ситуация не очень приятная. Там я тоже везде ходила без намордника, там все пугали, что вот, штрафы, штрафы. В итоге никто ничего мне не сказал ни один раз. За неделю моего пребывания я там гуляла везде, где только можно, никто мне ничего не говорил. Вот только этот экскурсовод и эта американка. А так в Гватемале так же, как и в Мексике. Тоже температура, тоже везде эти химические баллончики на тебя брызгают. Хочу рассказать, что есть страны, куда все-таки можно прилететь без теста. Это Доминикана и это Мексика. Эти вот две страны, которые поддерживают права людей. Поэтому советую поддержать страны, которые поддерживают нас, таких граждан, свободных. Приезжайте, наслаждайтесь. Здесь хорошо. Я сейчас в Мексике. Что хочу сказать в заключение. Путешествуйте, но путешествуйте с умом. Выбирайте страны с умом. Читайте форумы, смотрите видео, кто уже был, у кого уже был опыт, кто уже там. Потому что это очень важно. Вы должны себя чувствовать комфортно. Путешествовать сейчас это не так просто, поэтому подходите к этому грамотно, не торопитесь и прилетайте в страны, где вам рады. С вами была Динара, подписывайтесь на меня, ставьте лайки, я вас всех обнимаю, целую, пока.